Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите добрые, искренние слова поддержки. Так что вы попали туда, куда нужно. Тема сегодняшнего расклада. Тайный код его нежности. О чем он молчит, когда смотрит на тебя? Вы когда-нибудь ловили на себе его взгляд? Тяжелый, глубокий, будто он пытается запомнить каждую черточку вашего лица. В эти секунды время для него останавливается. Он может говорить о делах, о погоде или просто молчать, но его глаза в этот момент пишут целую книгу признаний. Это и есть его тайный код нежности. Он молчит не потому, что ему нечего сказать, а потому что его чувства в этот момент, в этот миг не помещаются в обычные слова. Что же это за образы? Какую версию вас он видит в своих мечтах? И почему его сердце начинает биться чаще, когда вы просто поправляете волосы? Давайте посмотрим. Расшифруем то, что он так боится произнести вслух. Для начала я, наверное, сделаю сигнификацию этого мужчины, а вы о нем подумаете, вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса, назовете его имя, какой он. Какой этот мужчина? Советую досмотреть видео до конца. Помимо совета карт, в конце будет совет психолога. Итак, какой же это мужчина? Какой пришел мужчина на расклад? Так. Одинокий павлин под окном. Ой, девочки, павлины к нам зачастили, да? Так, давайте смотрим, какой мужчина пришел на расклад. Угу. Это он расстроен? Нет, это какая-то женщина. Угу. Это вы? Давайте так, тут у кого-то ситуация, сразу я уточнила, показано ребеночек сидит на ступенечках, тут разодраны штаны, коленки разбиты, плачет, и ребенка незаслуженно обидели. Я сразу уточнила, это этот мужчина? Нет, третьи лица, другой человек. То есть влияние вот этого мужчины на какую-то женщину, карта княгиня, а женщина очень достойная. Ну, женщине он принес много слез, разочарований, обидел ее самые лучшие намерения, помыслы, если можно сказать так. Ну, как ребенка, незаслуженно этот мужчина ее обидел. Основное, чего это касается, тут переход на новый уровень. Это о чем? Вполне возможно, мужчина мог много обещать и очень мало делать. Мог давать какие-то там, уж не знаю, двойственные сигналы, посылы. Мог и лапшу вешать, а мог... Почему-то тут третьи лица. Вот тут изображена женщина и двое мужчин. Это можно также перевернуть и мужчина, две женщины. Но тут дело в другом. Дело в том, что, скорее всего, женщина какая-то тут 100% мне показана больше как про вас это. Тут карта унижена. Почувствовала себя униженной, незаслуженно, понятно. Женщина, которая... может, почувствовала, что обесценили ее любовь, ее нежность. Или восприняли как должное, да. И карта мудрость. Эта женщина уже мудрая, уже на всю эту ситуацию она смотрит по-другому. Уже она пытается разобраться, почему в моей жизни так все произошло. Ладно. Характеристика на этого мужчину. Одинокий павлин, что я вам могу сказать. При этом, который очень мастерски камуфлируется тут за маской добродетели, я могу тоже так сказать. Тут карта посланник высших сил, то есть или род деятельности его связан с тем, что он может действительно как помогать людям, оказывать какие-то услуги, при этом он внешне, для него очень важно создать вот это амплуа, образ такой, знаете, не обязательно там прям добропорядочный, но такой, для него очень важно уважение в социуме.
На самом деле хамелеон и лисичка хитрая умеет мастерски вот сделать акцент, да, на то, что, допустим, кому-то нужно в данный момент, кто-то нуждается в чем-то, в какой-то эмоции, да, в каких-то словах. Опять-таки, даже пообещать что-то. Вот тут не такой идет человек. И сразу вы его воспринимаете, опять-таки, идет вот такая вот характеристика. Ну, добрый, отзывчивый. На самом деле, вот, если бы не было вот этих карт, я бы так и сказала, на самом деле, очень такой вот порядочный, хороший человек. А тут дальше идет характеристика на него. Это всего лишь маска, это умение перебываться в воздухе, приспосабливаться. Наверное, нет ничего плохого, когда люди приспосабливаются к обстоятельствам. Но тут еще и усугубляется эта хитрой лисой. То есть этот человек никогда не проиграет. Он в идеале он свои какие-то бонусы из всего извлечет. Мало того, может тут мастерски манипулировать. Лиса на него. О чем это? О чем это? Тут скорее, вот смотрите, карта зелья. Зелье это в этом кубке в идеале вино любви. Да? Давайте не будем привязываться тут к отношениям мужчина-женщина. В принципе, да, его отношение к окружающим, да, может быть, к тем же коллегам, к мужчинам, там, да. Насчет друзей не буду говорить, но в общем, к окружению. Карта зелья. Под видом вот этого вот кубка с любовью, с искренностью, он предлагает суррогат, зелье. Это обман, дурман, отрава. То есть человек берет из его рук вот этот вот кубок с надеждой на то, что вот этот вот товарищ, этот павлин, к нему относится искренне, принесет добро, а получает вообще не то. Получает тут внутри, ну это не чистое вино любви, понимаете, да, подделка. Ну как-то так. То есть вы даже сразу не поймете этого. Потом уже со временем приходит осознание того, что ну, как-то это вообще не то, на что вы рассчитывали. Ну и по павлину, что ему сказать, умеет себя презентовать, мужчина, обладает он, наверное, достоинствами многими, делает на этом акцент, перышки эти распускает, вполне возможно, внешне привлекателен, харизматичен. Но опять-таки за этим распушенным хвостом, за этим оперением скрывается всегда тыльная сторона. Это какие-то истории, о которых он умалчивает, это из прошлого какие-то скелетики, да, в шкафу, которые есть у каждого из нас. Вот эта вот теневая сторона, понятно, мы все не ангелы, но тут он настолько это все камуфлирует до поры до времени, а потом в самый неподходящий момент вы об этом узнаете или он по-другому к вам начинает относиться, и вы понимаете, боже мой, как я повелась на весь этот маскарад, а вы не могли не повестись, это просто мастер. Мастер вот таких вот, ну, не знаю, маскарадов, если можно так сказать. Основное на него что? Ну, основное на него солнышко. С одной стороны, яркий, харизматичный, веселый, общительный, если нужно ему. Где-то большой ребенок, эгоист. Причем по-детски эгоистичен, на него даже очень трудно и надо обижаться. Да, ну я так хочу, и значит так будет. Все, и пофиг, что там остальным это неудобно. Тут как будто бы, знаете, многие даже прощают, закрывают глаза на его вот это вот какой-то детский эгоизм, вот такой вот, знаете, вот. Это как маленькая девочка, допустим, я хочу эту куклу и пофиг, да, что родители не могут тебе ее позволить. Вот все. Вот и ты дашь этому человеку то, что он хочет. При этом будешь сам, собственно, ты будешь сам и жертвить, да, а потом этот же человек скажет, а я тебя ни о чем не просил. И так со всеми. Ну, мне так идет. При этом он настолько обаятелен, что ты сам это все приносишь ему на блюдечке. Ну, какой-то вот такой у меня типаж пришел, девочки. Очень харизматичный. Трудно противостоять такому. Так, вот такая сигнификация этого мужчины у меня вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, смотрим. Тайный код его нежности. О чем он молчит, когда смотрит на тебя? Первое. Что он видит, когда смотрит на тебя? Твою силу, твою хрупкость или твою недоступность? Что видят? Так. Второе. Голос подсознания.
у него. Та самая, может быть, какая-то фраза, которая звучит в его голове в моменты тишины. Ну, что-то такое вот. Что он может там слышит, повторяет, какие голоса у него там в голове, да? Так, блок нежности. Что мешает ему подойти и просто обнять тебя или сказать «люблю»? И последнее смотрим. Скрытое восхищение. Какая твоя черта является для него магической? Подсказочка вам, совет, да, такой? На что делать акцент? Вы знаете уже, какая ваша черта является для него магической. Девочки, хочу взять эротическую колоду. Да. Мы же тоже должны какие-то козыри в рукаве иметь, чтобы научиться этим всем пользоваться. Так, что он видит, когда смотрит на тебя? Твою силу, твою хрупкость или твою недоступность? Так, подсознание его, какая-то фраза, которая звучит у него в голове, когда он смотрит на вас в моменты тишины. Блок нежности. Что мешает ему подойти, обнять, сказать «люблю»? И скрытое восхищение. Какая твоя черта является для него магической? Начинаем. Итак, первое. Что он видит, когда смотрит на тебя? Твою силу, твою хрупкость, твою недоступность. Ух ты, и сразу, понятно, с порога он видит вас райской птичкой, красивой, талантливой, энергетически наполненной. Женщина-муза эта карта читается. Женщина, которая, восхищенные мужские взгляды вокруг вас вот прям витают. Вы никогда не останетесь, как вам сказать, в тени. Так, что он видит? Перерождение. Вот последняя карта, карта любимой женщины, королева воды. Но при этом этот нюанс такой есть, я вам хочу сказать. Это женщина, которая стоит под дождем, под ливнями, ожидает, пока мужчина выйдет к ней, обратит внимание на нее. Да, она готова ждать, она готова соглашаться на какие-то форматы, может, неудобные для нее. Вот это вот тут нужно задуматься. Так, при этом, что он видит? Я вам хочу сказать, при этом, тут у него, у меня уже какой-то диссонанс. С одной стороны, человек восхищен вашей внешностью, может быть, тем, насколько вы ухожены, привлекательны. Тут может быть и ревность подмешивается. Человек понимает, кстати, я вам хочу сказать, что для того, чтобы такая женщина блистала, такая женщина улыбалась, была наполнена, внешне ухожена, нужны финансы, тут карта финансы. При этом я не вижу, тут какая-то агрессия, я даже не могу понять, о чем это. Тут, вот как бы вам сказать, он восхищен вами, с другой стороны, ему бы хотелось, чтобы вы были, тут не то, что менее амбициозны, а менее требовательны. Запросы у вас были поменьше. Как вам сказать? И тут прям мне очень часто такая картинка. Вот приходит, и тут вот она ярко вот прям раскрашена, показана. Мужчина влюбляется в роскошную женщину, привлекательную, понимает, что такой женщине, такому варианту нужна огранка соответствующая, вложения, подарки, забота, что даже в эту внешность очень много финансов уже вложено. Но при этом мужчина всячески как бы игнорирует тот факт, что если ты планируешь быть с такой женщиной, значит ты должен также уделять ей внимание, может быть, вкладываться материально, да, тоже заботиться об этой женщине. Как-то так. А тут вот прямо у многих даже может проиграться, девочки, если вы с ним когда-либо, даже какие-то намеки были. Я не вижу, что мужчина прям особо щедрый или особо он готов вкладываться. Вы уже извините, как-то так. Тут своего рода как идет какая-то коса на камень. При этом вы можете всячески ему транслировать, что
тут женщина в всаднице воздуха сидит на коне, тут таком, тут конь, и она чувствует эту опору. То есть и вы можете транслировать, показывать. Я нуждаюсь в таком мужчине. Я тут, в принципе, могу и сама блистать, да, но мне мужчина, ну, не то, что там нужен, но в идеале мне бы хотелось иметь опору на такого мужчину. Может быть, у вас даже помимо него есть варианты, есть, ну, такой какой-то мужчина. И тут по карте страшный суд, у него как будто бы, знаете, с одной стороны желание, он хотел бы вот это все потреблять, получать, конфетку такую уже готовую. С другой стороны, агрессия, а что, вы еще что-то хотите? Ну, я не знаю, тут так как-то странно. И в идеале ему бы хотелось бы, вот, чтобы вы были вот такой королевой воды, роскошной, красивой, вечно юной, прекрасной, при этом стоите под дождем и ждете, пока он там обратит на вас внимание, пока он может там своими делами закончит заниматься, и тут вы всегда так под рукой, так по щелчку пальца, вот она, красотка, и никаких вложений, и покорная. Но я очень сомневаюсь, что вот если вы такой будете, вернее, я 100% не сомневаюсь, что ему через там пару месяцев или недель это все надоест, ему станет скучно и неинтересно, девочки. Тут как-то так. Тут по страшному суду, я не знаю, вы тут для него женщина, которая заставляет его выходить из его привычных каких-то рамок, восприятия женщин, каких-то взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он живет в каком-то алгоритме. Вполне возможно, тут он окружен, или его раньше окружали какие-то женщины, которые соглашались на какие-то форматы, которые их и не устраивали, но он как-то мастерски мог вот так вот как-то все выстроить, типа, если тебе не устраивает, ну, свободно, тут на твое место выстроятся там толпы, да. Ну, как-то так, я утрирую, но вы поняли. Когда пришел, тогда и вовремя, вот, я сам красавчик, да, и какие тебе подарки, какое тебе внимание и обожание. Тут вот, знаете, такой какой-то садовник, извините сравнение, да, который не будет поливать цветочки, а придет, посрывает их и все. Ну, и даже у него мысли нет о том, что их поливать нужно, эти цветочки. Ну, как-то так, извините. Вот, что пришло, то пришло. При этом его подбешивает, не зря что карта ярость, то, что по страшному суду, девочки, то, что вкладываешь, то ты и имеешь. Тут вот так вот, что посеешь, то и пожнешь. А тут по факту вы недовольны. Вы говорите, я хочу внимания, обожания, я хочу чувствовать себя желанной, любимой, заботы хочу. Как-то... Для него это вообще все как-то непривычно. Такое ощущение, как будто бы он привык сам получать эту заботу, и внимание и обожание. При этом любимая женщина выходит. Так, голос подсознания. Та самая фраза, которая звучит в его голове в моменты тишины. Ох, ё-моё. Ой, мы вообще-то смотрим код его нежности, а тут что-то вообще разбор полетов пошел какой-то. Ну вот смотрите, у меня фраза какая-то подсознание у него. О, чудно, чудно. Смотрите, у меня вышел он, у меня как вампирушка, то, о чем я говорила. Потребитель, причем токсичный. Особо не задумывается, человек берет, и уже не то, что не задумывается о том, чтобы возвращать, да, долги, то, что вернул. Он считает априори, как будто бы ему положено, ему обязаны. Так вот тут какая-то фраза, давайте так. Гармония. У меня в голове одна фраза, да. Это типа ваша фраза, да, которую, может, вы не озвучили, но он это считал. Там, где ты учился, я преподавала, да. Может быть, все совершенно не так, но вот тут карта, смотрите, манипуляций. Человек сам привык, повторюсь, брать. А тут вот Мальвина, которая, ну, эта карта так считывается, карта шут, Пиноккио у нее на руках, и она это манипулирует, она его обучает, она его, ну, где-то даже как дрессировка какая-то идет, извините, некрасиво сказала, ну тут вот так вот. Она учит его, как нужно, может быть,
взаимодействовать с женщинами. Причем вот тут карта следующая. Смотрите, какая роскошная девушка. Тут вот в ажурных чулочках, каблучки, да, какие-то, белье роскошное. Вокруг тут мебель какая-то, не знаю, тут плетеная. Тут, в общем, цветочки. Женщина, архетип желанная любовница, ухоженная. При этом еще тут какая-то затерялась там шапка какого-то морячка, я не знаю, как это правильно сказать, фуражка, да, фуражка этого морячка. Это о чем? Это о том, что еще одна фраза может быть: святое место пусто не бывает, но это не в отношении него. Может, он привык так говорить, что там женщинам. А тут он мог это считать, что на ваш, вернее, на его место тут найдутся десятки мужчин, которые не против с такой женщиной, ну, как минимум, провести время прекрасно. Как минимум, тут какие-то цветочки подарить, да, давайте так. Я не хочу все это опускать до уровня там меркантильности, вот, да, вот, вам не хватает цветочков. Вы сами себе можете эти цветочки подарить. Дело не в цветочках, дело во внимании и в ощущении, насколько это желанно, хотя это от нас идет, да, это ощущение из нас самих. Но я о другом, о том, что одни мужчины это показывают, проявляются, и вы действительно это считываете, и вы думаете, ну да, этот же мужчина, допустим, находит время даже на звонок на какой-то, ну, вот забота, внимание, поддержка, на конкретные поступки. Почему ты не можешь найти в таком же графике, да, вот эти отмазки, все у меня там плотный график, еще что-нибудь. Почему ты не можешь найти время там просто перезвонить там и спросить твое самочувствие, там элементарно. Ну вот как-то так, девочки, ну не знаю, вот мне так идет. Вот фраза, я уже сказала о том, что вполне возможно, как не на ту напал, это совершенно не тот человек, который будет соглашаться прям на все там его требования. Плюс вот эта вот карта еще последняя говорит о том, что тут реальность, какая-то картинка, женщина нарисованная, красивая, но она как делает шаг из этой картины в реальность. То есть вы, по большому счету, и без него прекрасно проживете. Вы, по большому счету, можете сами творить свою реальность. У вас нет такого, ну, мне так считывается, что вы там полностью на него полагаетесь. Вот как он скажет, так и будет. Вы там все с ним согласовываете, каждое ваше движение. Нет, тут скорее женщина уже то ли дошла до такого, ну, не знаю, уровня периода, где готова сама творить свою судьбу, без оглядки, может быть, даже на него. Вот это вот какие-то такие у него подсознание фразы, что она где-то меня переиграла, она где-то, может быть, даже является более сильным манипулятором, как будто бы, но опять, как не с той я связался, какой-то непривычный формат. И вот тут вот ревность в голове 100%, ощущение того, что свято место пусто не бывает, она найдет другого. И она сама идет вперед, она сама делает шаги вот для того, чтобы быть счастливой. Вот как-то так. Причем это все, девочки, у вас как-то гармонично. Нет такого, что это какое-то позерство там, или вы там хотите ему что-то доказать. Нет, он так и считывает, что она такая и есть, эта женщина. Очень гармоничная, прекрасная, роскошная. Ну, мне так тоже все это считывается. Так, давайте посмотрим. Блок нежности. Что мешает ему подойти и просто обнять и сказать «люблю»? Все чего-то выжидает по этому компасу, то ли выжидал даже какого-то удобного случая, момента, все может быть как-то не время, не судьба, какие-то ограничения. У кого-то не свободно, вы, он, рамки, границы, ограничения, клетка, страхи, вот эта карта страхов, страх отторжения. А что мешает подойти? Ох, ё-моё, а смотрите, что мешает подойти и просто обнять и сказать «люблю». У него тут был уже очень большой опыт общения. И вокруг женщины. И они на него сами наседают, сами себя предлагают. И тут конкретно еще есть, еще раз показано, еще одна какая-то женщина. Вот что мешает ему подойти? Наличие еще одной женщины, как минимум.
женщины, которые его в покое не оставляют и дают ему, ну, давайте прямо говорить, выбор у него есть, типа, он думает, рычаги управления, да, он, допустим, может он так выстраивает взаимоотношения, ждет сам, пока ему это все скажут, да, а в ответ может даже ничего и не сказать. При этом улыбнется, ухмыльнется и подумает, конечно, я красавчик, как меня не любить. Или, да, вот это моя любимая, когда там один признается второму в любви, тот говорит, да, я тебя хорошо понимаю, я тебя прекрасно понимаю, почему ты меня любишь, да, и все на этом. Ладно, девочки, вот что мешает ему подойти? Наличие еще одной какой-то женщины, влюбленной, которая его тут осаждает, досаждают ему даже некоторые. Ощущение у него вот это создается, цветник, у меня тут выбор есть, вот так как-то. При этом я не могу сказать, у него не было этих желаний, были у него эти желания, вам сказать. Но повторюсь, по компас, вот не сейчас, не время, а потом какие-то ограничения. И это все как хронический характер носит. Это уже, знаете, как вот этими шажочками человек делает свою судьбу, свой выбор. Уже длительное время, вот так вот. Смотрим, какая твоя черта является для него магической. Ну вот сразу у меня вышла белая ворона. Угу. Так, окно в другой мир. Соблазн. Ух ты, а тут смерть в Манаре, она такая красивая. Смотрите, это смерть в Манаре, это считывается роковая женщина. Любовь до гроба, до смерти. Вот вы для него очень необычны. Тут множество этих карт, говорящих об этом. Какая ваша черта? Первое, самое главное, вы не похожи ни на кого. Ну, вот из толпы этих женщин, которые там у него были, может, у кого-то есть, да, я повторюсь, там есть желающие там к нему запрыгнуть под одеяло, назовем это так, дружить организмами. Причем сами они проявляются. Так, вот, вы как-то выбиваетесь из всей толпы, оравы этих женщин, оголтелых, нестандартная. Причем ему, с одной стороны, это его как, ну, отчасти вот эта вот ваша нестандартность, она его обескураживает, он не знает, как с вами до конца взаимодействовать. С другой стороны, наверное, это его и останавливает, и восхищает, и как-то тут вот еще и окно в иной мир, может быть, он знает о том, что вы там увлекаетесь эзотерикой, психологией, это тоже его отчасти где-то настораживает. Я вам хочу сказать, наряду со всем этим, тут вот эта карта, она страсти. И страсти такой, знаете, тут отношения, порицаемые обществом, тут отношения, может быть, трудно реализуемые. Это карта интрижки. Интрижки, которая в свою очередь, тут карта смерть, роковая женщина, переросла в роковую страсть. Может быть, начиналось все для него, вот, да, женщина, с которой можно очень классно провести время. Она для меня манкая, сексуальная. Я вот хочу и все, да, вот как там по карте солнышко, как я говорю, как эгоист, как ребенок эгоист. Я хочу вот там вот эту женщину и все, остальное меня не волнует. Но тут неожиданно для него по вот этой карте все перевернулось. Тут вы из, может быть, очередной какой-то, да, красивой, привлекательной, сексуальной, тут вообще для него это все переросло во что-то непонятное до конца ему. Любовь тут до смерти, вот такая вот роковая женщина, которая соблазняет, завораживает, женщина, которая переворачивает весь мой мир. Вот тут опять-таки эта карта своеобразная. Смотрите, какая черта является магической. Давайте так, где-то он видит вас идеальной, при этом ощущение, что ваши истинные какие-то житейские, да, бытовые потребности, они такие остались для него непонятными, может, он даже ими не интересуется особо. Это о чем? Вот на этой карте изображена, вот тут, если присмотреться, маленькая девушка, обычная земная привлекательная девушка, да, и она сидит на этом песке, но она отбрасывает условно этот силуэт роскошный, идеальный, соблазнительный. И толпа мужчин
смотрят на вот этот идеал. Они видят его, тут слюнки у них текут, а на эту девочку они не смотрят, вот, которая рядышком на песке сидит. Это о чем? О том, что, ну, знаете, у кого-то не хватило вот этого момента, может быть, промежутка, когда люди просто дружат, через дружбу друг к другу приглядываются, узнают ближе, там, не знаю, также потребности, желания друг друга. Он увидел сразу вот этот образ роскошный. Вполне возможно, вы сами, там у меня выходила женщина-муза, вы такой себя и транслируете. Идеальной, легкой. Вот в чем уязвимость вот этого образа, да, женщина-муза. Многим нравятся такие женщины. Они энергетически наполнены. Они по архетипу любовницы привлекательные, они опять-таки ухожены, много уже вложено в эту картинку, в эту женщину картинку, много сил, энергии вложено. И вот эта вот вся энергия, энергетика, она абсолютно, как вам сказать, как хотел сказать это помягче, вот когда мужчина общается, допустим, с вами, если вы как вот архетип этой женщины-музы, он это получает сразу, вот эту поддержку, энергетику, вот это обожание, вот эту радостную улыбку, просто так. И он считает, что он ничего и не сделал, а это уже, она мне это все уже дала. То есть нет у него даже мысли о том, что нужно приложить какое-то усилие для того, чтобы женщина именно для тебя улыбалась. Он видит, что да, легко, с ней легко, классно, все, ну мне же и усилий никаких не нужно прикладывать. И вот так вот раз за разом, получается, приходит мужчина, он как потребитель проявляется, все, а эта женщина ему все отдает, а у него и мысли нет такого, ну, что же она всем это отдает, эту поддержку, эту энергию, классно, значит, я такой, я этого заслуживаю. У него в голове даже мысли не рождается о том, что, ну, как-то, может быть, эту женщину порадовать чем-то, а зачем, если она и так улыбается, если она и так для меня на все готова. Ну, это я утрирую, но вы поняли, да, вот. Вот что-то тут такое, вот как будто бы вот черта, с одной стороны, какая черта является магической? Он видит вас идеальной, вот, может быть, других женщин с вами сравнивает. Опять-таки, роковая. Тут какие-то магические еще, действительно, какие элементы подмешиваются. Не в том плане, что там вы тут магию какую-то развели, а в том плане, что вы для него, ваш образ, может, ваша встреча, ваши какие-то взаимоотношения, они нестандартны для него. Нелегко ему, опять-таки, может быть, тут какие-то были процессы такие, знаете, как будто бы он пытался с вами и так, а вы как-то так отреагировали нестандартно, и ему тяжело к вам было найти подход, но тем интереснее было в свое время. Но при этом, повторюсь, как будто бы ваши вот, может быть, ну действительно, вот проблемы земные, как у каждого из нас есть там, да, мало ли кто-то там приболел, там у кого-то какие-то проблемы, там, может, тут ребенок, там, нюансы какие-то, его мало это интересует. Я не говорю, что он там в этом виноват, или вы виноваты, не знаю, девочки. Тут дело в другом. Дело в том, что он видит вас такой идеальный образ какой-то, но этот образ, он не то, что там далек от истины, вы такая и есть. Но, повторюсь, живут то с земными людьми, выстраивают отношения с земными женщинами, да, а тут у него в голове вот этот какой-то вот такой вот вообще образ, тут роковая, прекрасная, идеальная, женщина, на которую многие мужчины обращают внимание, нестандартная, не похожа ни на кого. Вот это вот какое-то такое восхищение у него. И психологический финал, взгляд, его взгляд, это территория, где слова не имеют силы, а подсознание говорит напрямую. Его молчание в эти моменты – это признание вашей власти над его эмоциями. И психологически он может бояться озвучить свою нежность, потому что слова сделают его вроде бы как слабым и зависимым. Ну, его взгляд в данный момент – это безопасный для него способ быть с вами настоящим. Может, не нужно торопить его с признаниями. Иногда тишина, полная тепла, говорит о близости гораздо больше, чем любые заученные фразы. Просто будьте в этом контакте. Я надеюсь, теперь вы понимаете его без слов.
В данном случае, девочки, может быть, больше нужно обратить внимание на какой-то дружеский формат. Я имею в виду для того, чтобы он вас именно как человека узнал ближе. Тут насчет женщины, он тут в восторге от вас. Тут вы вне конкуренции, вы тут роковая. Он скорее всех остальных с вами сравнивает. Тут этот образ уже вы создали. Но это восхищение, девочки. А насколько вот любовь, я не буду говорить. Мне кажется, для любви нужно человека узнать, его слабости, может быть, даже насколько он уязвим. Иногда любят, очень часто любят вопреки даже, да, вот этим всем образом. Ладно. Все, мои хорошие. Спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.